Всем привет, друзья! Переходим ко второму дню второго суперуикенда по MGC 2021. Напомню, что из СНГ только одна команда прошла, на него это Na'Vi, Mad Bulls отдыхают. И после первого дня у Mad Bulls буквально в нескольких очков за пределами заветных топ-16. Но пока ничего страшного, все решится для них на третьем суперуикенде, если на него пройдут. Na'Vi вчера порадовали своей игрой в начале дня, но потом что-то пошло не так и сливали в начале каждой катки. Кто не смотрел обзорчик, обязательно чекните. Ну и переходим к играм. Дропаем ваши золотые лайки, комменты и полетели на Эрангель. Самолет с юго-востока на запад и круг также центр и левее. Под конец первой зоны госты не до конца прочекали Эверест, стараются его захватить и не замечают футболистов. Салкай принимает одного, Луц принимает второго. Проговорили про Юмпа, и вот он уже в действии приносит потенциально фраг представителям из Турции. Тут же заходит у нас второй ног, Беовульф. Хорошая работа от Луца. Ну, в принципе, он здесь не подводит, тоже работает. И будет перестрелка в упоре. Уходит Тенса на подсейв на достаточно дальней дистанции. Переход справа. Узи против Юмпа. Кто же победит, но вообще не успел среагировать. Аж 24 сразу работа от Тенса. Вот она, позиционка, друзья. Но Луца нельзя давать добивать. Лобазин, выходи на позицию, сразу помогай своему товарищу. По-моему, сейчас будет минус коллектив 1-1. Раум против АКМ не выстреливает Юмпи. Отлично, Тенса забирает для себя еще одного футболиста. Но неужели сейчас будет клатч? Мне кажется, все под контролем. Да, ребята немного перенокались, но спокойствие сохраняется. Аккуратно заревайвили второго игрока, и вот сейчас будут зажимать Тенсу именно численным превосходством. У него же такой возможности не имеется. Аш 24 не поднять. Ну и как же без контеста между Na'Vi и Альфа 7? Лишние карты A7 против состава Na'Vi. По Тигзи проходит неплохой урон, но он все-таки успевает замочить. Эх, в последний момент Карелия его находит. Ну вот как раз таки неудачно был принят упор лежа. Дерево было просто, ну, очень близко. Но мне нравится, как отыгрывают коллектив Альфа 7. Они тут же несутся вперед. Они всегда работают через устранение сначала сильного соперника, а уже потом потихонечку читают карту. Ведь они знают, что убей Na'Vi, практически сыгран матч, и контроль верхней части карты абсолютно будет в их руках. И вот ребята стараются этот момент не упустить, переезжая Трево. Тигзи на машине. Не рискнули ребята выходить из транспорта. Ну а ингейм лидер Натус Винсера просто прилег и решил не привлекать внимания. Вот здесь уже начинается стрельба. Встает Померанцев и тут же зажимает Парева. Вообще, Роман Петрович, очень опасная ситуация у нас сейчас вырисовывается на карте. A7 берут вверх в этом противостоянии. И не складывается ли у тебя впечатление, что для A7 вообще ключевой задачей на этих картах является исключением Na'Vi на следующей позиции? Конечно, я именно об этом сейчас и сказал. Тактически полностью переигрывают Na'Vi, Альфа 7 и очередной отлет на топ-16. Позже уже и Альфа 7 допускает ошибку. Делает перетяжку в круг. Провожает взглядом коллектив Альфа 7. Не знаю, у него может быть проблемы с патронами? Возможно, совсем скоро узнаем. Мафиоза падает в ног от Муфасы. Коряк даже на киберспортивной арене используется и очень даже качественно. Синатекс остается в соло. Пятый круг прокает в сторону гитары. S2G решают подтянуться к футболистам. Отличная граната от тиммейтов. И файт между ними. За столько игр команда Furious Gaming должна была сделать вывод о том, что невыгодно оставлять всего лишь одного игрока на позиции, а пока S2 Gaming против коллектива футболистов начинают достаточно неприятную перестрелку. Калси получает ног и по левую сторону Савьен пытается контролировать Лобазина, который оттягивается, и сейчас будет таймить хаешку. Райс закрывает, Савьен также падает ног от Муфасы, но это совершенно другая история, друзья, к которой мы перейдем совсем скоро. Сайлас раскидывает для себя дымы, и сейчас против футболиста будет достаточно тяжело перестреливаться. Савьен подставляет свою голову, потому что сзади них находится еще один коллектив, и этот сольник просто будет разбивать позиционку S2 Gaming. Карди добивается Black Dragons'ами, Салкай работал. Отбили пуш футболисты от S2G, а у нас тут в туннелях файты Фенербаче идут прямо на Next Royale. Frozen X работает под окон машины, Frozen X этаж укладывает на лопатки. У нас по левую сторону можно будет выходить, и вы уходите с этой траншеи и просто заходите сверху через дымы. Почему ребята этого не делают, тоже огромный вопрос. Фалки рандомным прострелом можно будет забирать этого человека. Пацан получает ног от Милоса, и работает по скрине. Дафни выходит очень опасно и подставляет свое лицо. Мифика в это время отправляет на какой-то голден шестого прицела. Ревелинов работает по оппонентам и, по-моему, задевает одного из Next Strike Gaming. Продолжается контроль, высаживание от бомба. Нужно сейчас будет поджимать. Некстрой сделали большую ошибку, что пошли в лапы и попались под Фенербахче. Несмотря на то, что Фьюриус у нас отлетает, все еще топ-7 разыгрывается, дожимает фалки. Очень грамотно для себя приняли решение, что не пошли под футболистов. Ну и тут же просто... Переходим на финалочку, которая состоялась между Black Dragons, футболистами Фенербаче и Бешикташ.
Фенербахче обоснованно двигаются не спеша. Еще одного игрока коллектива Бешикташа и Цента кладут. Голден отрабатывает параллельно по Салкаю. Ну и что здесь можем мы сделать? Какие выводы? Футболисты, несмотря на то, что находятся в центре зоны, позиции. Безопасной позиции. Все, что ему нужно сделать, это ползти вперед. Ребелинова уже нашли. Отличное устранение. Ну и вот, пожалуйста, GC God вынужден сейчас идти натиском вперед. Забирает Enjoy 7. Третья строчка разыграна. Ну и футболисты топ-2 против черных драконов. Которая закончится в сторону кого, тоже совсем скоро узнаем. Пытается что-то вымудрить один из участников Black Dragons, но я пока не вижу в этом особого смысла. Нужно вытягивать игроков-футболистов под Голдена. Это будет самое правильное решение. На футболистов, либо все-таки уверенные в себе драконы сейчас заберут этот топ-1. Первый ног. Юмп, Лавазин. Отличное решение. Ответная прострелочка еще и по GC God залетает. И ситуация 3 в 1. Ошибку очень большую допускают Black Dragons и начали забегать по одному в эту коморку к Лавазину. И футболисты забирают этот топчик с 15 килами. Переходим на вторую карту. Мирамар. Самолет с востока на запад, а круг вниз у нас. И у нас сразу ход-дроп на Пикада. Госты против Блейз. Мирамар, он щадящий, в отличие от Эрангеля, но не щадящая работа с... Не на них был оформлен, это хорошо. Ну и в район казино заходит Трон. Еще один прострел по коллективу SMB. Аж 24 забирает его для себя. И вот это уже доминация от состава на первых минутах. Молодцы, камбэкнули, видимо, поговорили в послематчевой аналитике и сделали выводы теперь перед собой. Потом команда Гостов прокинет дымы, постарается пройти на его позицию. И вот все, да, пожалуйста, даже без дымов справились. Ой-ой-ой, Савье, как больно. Я, знаешь, представляешь, в реальной жизни так на коленке с 5-го этажа упасть. Аж выворачивает меня сейчас от одной только мысли, но зато не выворачивает Гостов, у которых сразу же на информация и вдвоем пытается зажать в тиски представителей СНБ. Против двоих есть еще какие-то шансы у Трона, но Тенса сводит их к минимуму. И вот он, выход от Трона. Первый нук имеется, но Беовульф сразу же вышел. Под конец третьей зоны у Нави проблемы. Заезжают они через север и также через правую сторону, через восток. Ну и им перегораживают путь Black Dragons. Минусуют двоих, Меку и Тигзи. Матик и Кицуна остаются в дуо. Не везет с проками зоны для Нави, постоянно уходят они от них. Догоняют Нави зону, подъезжает ближе к Black Dragons, которые в файте сейчас Райс. Хорошо, господа, Рамулозин ловит еще одну от Матика, но она была не решающей. Матик понимает, что внес какое-то количество дэмэджа и может подходить немного поближе. Погода идет работа Тасты с правой стороны. Великолепно работает Кицуния, подходит на помощь к своему товарищу и закрывает оппонента. Отличная игра, вот и работа для Гаррикса Голд. Взаимными усилиями закрывает оппонентов. Black Dragons на топ-14. Но Кицуна с Матиком не до конца зашли в круг. Кицуна делает врыв в безопасную зону. Пределами безопасной зоны, не думаю, что она будет справляться именно на них. Опасный въезд от Кицуни в безопасную позицию. Гэрикс по правому флангу ничего не делает Кицуни, а вот команда Furious Gaming обыграла, по-моему, эти севенов сейчас на этой локации у Гаррикса. Топ-13 для Нави. Ожесточайшие файты по всей территории безопасной зоны, и у нас в сольниках осталось 5 коллективов. Мифика, это Райзи, Лавазин почти получает ног, и вот он таки отлетает. BGK сделали свое дело. Illuminated футболистов на 10-ю позицию. Тоже неприятная история новостей. Сразу за ними отправляются парни из состава BC. Разбирает 3 килла. 9-я строчка от Райзов. Не самое лучшее начало. Unicorns of Love 8-ю строчку забирает также с 3 килами. Себя шаш 24, очень опасное передвижение, контролирует сейчас позицию BGK. Первый нок имеется по центру. Работа по еще одному игроку. Enjoy 7 укладывает на лопатки. Отличная игра. Можно выходить шаш 24 с этой позиции. Просто не тронутым, но нет, он этого не делает и просто вылетает на позицию этого коллектива. Задушил оппонента. Переходим на финалочку. Последние 5 команд. Гасты, Альфа 7, S2G, Питтсбург Найтс и Фенербахче. Ожидаем Z-кемп, и если он это сделает, это будет очень неприятной новостью для состава. Минус Копс. Отличная работа. Вы видели команду из 4 человек. И как быстро мы с ними попрощались. Забирают еще и Карелию. Это на самой выгодной для себя позиции. А вот Докун Машин потерял ее благодаря прострелу Спека с UMP. И сразу же мимо перестрелку на расстоянии. Ну и отвечают потихоньку на вопрос о наличии ресурсов. А Калси встал впервые. Ты посмотри, забирает сейчас фалки. Тут же делает ног. Но он не учел один момент. Ноксбомб
находился на крыше и под... Ай, не прочитали ГОСТы. Ну а Сольник же ж оставался, запушьте вы. В итоге просто стоят, смотрят. Сражение между АШ-24 Спеком, Икнокс, Бомбом и Фелки. Они дают подняться своим оппонентам. Это, конечно, очень печальные новости, но тем не менее шансы равны. Как у коллектива Фенербахче, так и Гастов. АШ-24 забирает для себя правый фланг, и у него есть лоу-граунд. Кноксбомб главный сейчас лидер коллектива Фенербахче. Выходит 1 против 2 Кнок, это АШ-24, ну и Фалки. Но все-таки забрали. Топчик, Гасты с 16 килами. Третья карта. Эрангель, самолет с юга на северо-восток, круг в центр и левее. Из-за разлетки на наврепке у нас хот-дроп между Unicorns of Love и футболистами. Потому что ни одного из участников этой перестрелки со стороны футболистов не выпустят с Папича. Ну, несмотря на это, я все равно считаю, что шансов практически нет у Unicorns of Love, лишь бы просто какие-то наваки, киллы залетят. Потому что броня отсутствует, ресурсы отсутствуют, футболисты в этом плане выглядят намного лучше. И да, неприятная потеря Раума, но это лишь просто последний звоночек, аккорд, прежде чем вся команда Unicorns of Love отлетит в лобби. Ну и, возможно, Лин еще, кстати, возьмет транспорт и просто уедет, что спасать себя... Он не стал спасать даже сам себя. На севере карты Альфа 7 делает свою ротацию или лутаются и натыкаются на BC. Закрывает одного из Альфа 7 и пошел в файт. Сверху начинается прострел двух коллективов. BK против A7. Минус один участник из вышеперечисленного состава. И вот еще один перестрел 1 на 1 проигран. Команда A7. Ребята сейчас решили повторить сценарий первого матча, то есть отыграть уверенно, сначала разобрать оппонентов вокруг себя, чтобы полностью... У Нави не получается, у BC получается. Сенатекс остается в соло, играть на плейсмент. Но почему именно Сенатекс поехал в сторону Георгополя, непонятно. В итоге натыкается на Меку, который контролировал эту локацию, и минус Альфа 7 на топ-15. Файты идут по всей карте, но мы акцентируем внимание именно на файт в двушке между Black Dragons и Blaze. Одновременно с этим BC файтятся с футболистами. Друзья, SMB просто разбивают их своими хаешками, которые они отправляют одну за другой в районы Голдена. С нижнего подброса в трона закидывается Фенербахче, появляются на горизонте этой перестрелки. SMB закидывает еще одну, нет, это была безуспешно. На первом этаже находится Голден, но SMB не могут никак его нащупать. На подсмотровом экране мы видим еще один въезд в сторону Бикеев от футболистов. По-моему, это дело происходит, а Голден поднимает своего товарища. Как же хорошо сейчас дела идут у Black Dragons. Дела идут хорошо у футболистов, они зажимают сейчас с двух сторон, зажимали. Перевернули одним жестом. Полный контроль был за футболистами. Посмотри, аж 5 киллов они сделали. Ну и, к сожалению, не смогли они отыграть свое преимущество. Браво, все-таки BC подают признаки жизни. Мы возвращаемся к коллективу SMB. Один ног. Нет повода переживать. Зажимают сейчас в смоках и выходит 1-1 буквально с юмпа, но перестреливает Дисигат тут же трон и отправляет его на добивочку. И по итогу Black Dragons обошлись всего лишь одним минусом на этой позиции. Савьен заходит и от первого лица пропускает своего оппонента. Савьен проигрывает этот зажим. И всего лишь один участник, по-моему, SMB остается на ногах. Это Кейдж, с которым должен разбираться Гуд. Ох, по Кейдж работа с обратной стороны. Какой же сумбур и непонятная ситуация в итоге случилась в этом кемпе. Минус Блейз, драгонцы отбились. Нави находится на западе круга 5-й зоны. Зона, кстати, недалеко от починок. Работают они по S2G, а ГОСТы в это время закручивают через право. Неплохо, Тимбера в это время также добивают, и это делает Тигзи. Данил набирает поинты для своего коллектива, а вот и выход состава ГОСТов может сейчас закончиться очень плохо для коллектива Райзов, но нет, его пока не могут нащупать с лоу-граунда, который он занял. Не S2G, не состав ГОСТов не могут его найти. Ну вот, в последний момент Спек берет все в свои руки. Сейчас к центру зоны, Прок позволяет сейчас комфортно двигаться. Ищет сейчас позицию Беовульф вместе с... Последние 5 команд: Nexria, Бешикташ, ГОСТы, Нави и Соник из BC. У них также небольшие проблемы. Росент пытается в упоре работать, но безуспешно. Азесси отправляет на какой-то яхта. Стражи идет добивание. По Азесси больше никто работать не сможет. Росент принимает еще одного участника, но нет, он успел положение лежа принять. И сразу же минус. А вот и выход Элиан Кида. BC
Это они живут, и только вот в таком непростом моменте поборолись и забрали Конечно, для меня очень интересные новости. Если они все-таки пробьют защиту Гастов, то можно будет претендовать на первую строчку. Но напоминаем вам, что есть еще один сольник. Да, Спека взрывают, и они просто буквально одним зажимом элиминируют состав Гастов на позицию под номером 4. Так это уже топ-2 как минимум, друзья. 2 против 1 остались. Теперь только бы нащупать. Это что, передача такая, рубрика? Ну давай нащупаем. Как ты думаешь, кого вытащат они из этого ящика? Но мне почему-то кажется, что как раз-таки достанут они топ-1 с HP. Парень у нас опытный. Понятное дело, что на счету... Единственную ошибку сделали Нави, это потеряли Кицуне, который был в роли скаута, я так понимаю, где-то примерно на 3-й зоне от Furio Gaming. Далее словили небольшой прок 5-й зоны, отыгрывали от ситуации, отыгрывали от позиции, отлично. Вот в этом вся и фишка Нави. Они могут играть именно от позиции, да, от самой ситуации на данный момент, когда их не напрягают, перестреливаться на средней дистанции, какие-то вот мувы выполнять. Не могут пока только именно в колл-файте. В файтах 4 на 4 пока не получается. Возможно, это из-за проблемы с пингом. Как вы думаете, пишите в комментариях. А именно разыгрывать ситуации именно вот конечные, финальные, они могут. Уже показывали не первый раз. Топ-1 на 3-й карте, Нави 12 киллов. Санук, самолет слева направо, круг, центр. Переходим на 4-ю зону, начало 5-й. Нави решаются на врыв после того, как сделали -2 по Blaze на мосту возле Хатинг. Сплитом двигаются, заезжают сначала Кицуне с Тигзи, Матик и Меку немножко позади них. Ну и мы теперь понимаем. Решили просто обмануть всех и заехать в спину, но при этом Тигзи залез под обстрел BC состава, и Рейс может сейчас еще и Тигзи Кицуню поднаказать. Вот за это передвижение Сергей сейчас и покарают таймить хаешка от Рейса. Он понимает, что находится где-то противник под машиной, но выберет ли он правильную сторону? Вопрос открытый. Закидываются 2 Кицуни, и сейчас Мифик уже... Ведь можно было через Парадайс отыграть чуть более комфортнее, но это видно только нам с тобой. У игроков такой возможности не имелось. Голдена забирает, в итоге Меку, возможно, будет поднято. Я так понимаю, что снова была проделана работа. Ну и после этого начинаются всеобщие файты, захождение в зону. У них в упоре есть еще один коллектив. BC, Кицуня теперь больше никому не интересен. Дальше у нас встречают Гостов. Масика забирает как раз-таки Спек. Отлично работа на добивании. Ну и у Сергея есть возможность все-таки воссоединиться вместе с Матиком после этой серии неудачных моментов. Ферман умирать будет. Элиан у нас также будет под обстрелочкой. Ну вот Райзы после такого хорошего преимущества сейчас могут потерять свою позицию. И только лишь один игрок уже подпирает скалы. Это как раз-таки Мейден. Все верно, у команды Муфаса умирает от игровой зоны, тоже неприятная история. Луц работает по Карелию. Гаррикс мы только что потеряли, это сделал Мадеон, их зона опять в очередной раз уходит в сторону Иолов из состава футболистов, а A7 минусует. Не смогли так зайти Нави, топ-6 для них, ну и последние 5 команд. BC, Next Ruya, Pittsburgh Knights, Unicorns of Love и футболисты. Выйти в open и дать прострел по футболистам, но не успевает этого сделать и просто поспрейл в никуда для того, чтобы на него... Сколько хватит у него медицины, в любом случае здесь уже не та стадия, которую мы привыкли видеть на любительских турнирах, то, как отрабатывают настройки. И вот, собственно говоря, все. Третья строчка. Элиан на 4. Футболисты против Unicorns of Love. Ролкис первым падает у нас сразу же в ног. Фреш отлетает вторым. И снова футболисты зарекаются на второй топ-1. Эти парни берут преимущество в свои руки, но есть же Кист и Лин, которые находятся на хайграунде, и именно эта позиция может позволить им дать хороший клатч 2 в 4. У Джекиста хитпоинты отрываются, и все-таки да, это еще один минус. Сольник на Иолах остается, это Элин за зоной, это победа для команды. Футболисты доказывают, что они лучше на финалочке на Санук, берут топчик уже второй за сегодня, 7 киллами. Последняя карта, друзья. Ирангель, самолет с юга на север, а круг центра и чуть левее. Переходим на 4-ю зону. Холмы руин. S2G у нас пушат футболистов. Сделает, да, тоже свой контент, возможно, для нашего зрителя. Футболисты сразу же принимают решение центроваться. Они понимают, что там можно будет жить только за счет этих хайграундов, лоуграундов, которые здесь у нас открывают. Сразу же Рипсайм падает от Раума. Быстрое добивание второго игрока Кауси. Вся надежда сейчас на тебя. Стайлусу очень необходима твоя поддержка. Он уже начинает отрабатывать по футболистам, но к нему приезжает Луц, как всегда, каверит своих тиммейтов. Хорошо, можно распекать этого оппонента, но нет, Лут справляется с поставленной задачей. И S2G, игрок всего лишь один остается на ногах. А вот и новая перестрелка Гастов против Райсов, которые также заканчиваются победой Райзов. А вот и Гасты на 15-ю позицию. Беовульф отлетел последний от Мифика. 5-я зона прокает на Венецию, Папич и Нави у нас в кругу. Рожок.
Furious Gaming подпушивает Alpha 7, который закрутили жестко. Или не на мосту, как это могло, в принципе, произойти. Папи Потро, Каешечка. У нас немножечко миновали, но в итоге вернулись на гору Альфа 7. Очень опасно, потеряли одного бойца, гренадерит сейчас у нас Папи. Ну и тут же ответочка еще и залетает по мафиоза. Дабл И килл. быстро переключаемся на Венецию. Nextro я пушат Нави. Красиво, Дрос Гейминг, закрытие. Севенов, ты посмотри, что делает команда Nextro Gaming. Они просто вылетают на позицию команды Нави. Начинается еще одна проблема. Прокидывается хаешка от Матика, но она, к сожалению, отправляется в никуда и спрыгивает Матик и минусует как минимум двух участников этого состава. Огромный молодец, но есть еще один где-то, который захалдился и не вылетает на эту позицию. На! Нету, больше никого нету, Nextro. Просто уничтожают Nextro я, отправляя на топ-10. Мати как минимум 2 килла делает. Констуфлав, 2 игрока Альфа 7, а вот остальные команды практически полными составами готовы биться за... В это же время к составу BGK вылетают, и Раум получает свою порцию свинца в голову. Раум сразу добивается, Алкай также в ноке, но все пока что хорошо у этого коллектива. Команда BGK не берет этот момент в свою доминацию, а вот и Севен Карелия на ротации получил минус от Райзов. Джекиста, кстати, закрывает Кицунис, он теперь работает по Лавазину, и вот сейчас бы в этот папич хорошую хаешку для обоих коллективов был бы просто филигран, на Лавазин добивается он и Раум остается один на ногах. Поспешили футболисты сейчас, набравшись уверенности, дали им вольную игру, и вот сейчас это сыграло с ними злую шутку. 7 киллов. Тем не менее, ребята уже выполнили план минимум, сейчас еще будет прокинута хаешка. Ну, в принципе, зря, но справился отлично. Раум перемудрил. Сам себя нокнул, получается. Ну да. Да, ну, нормально, почему бы и Нави нет? продолжает встречать всех подряд, и Фенебачи, Альфа 7, уже 5 киллов у Два ребят. участника прямо перед тобой в папиче сидят. Очень опасная ротация от Райзов, но Furious Gaming ничего им не противопоставили. Нави пока бездействует. У них только что был неприятный файт с Nextro Gaming, на который они залутали. Бездействует, а как ты мог упустить? Альфа 7, Рива был добит Мекку, и ребята отлетели на войски своих боевых товарищей. Они распрощались своими главными, наверное, врагами этой стадии PMGC. В ноке Ресен снова у нас зажигает Салкай. Ну и здесь вот должны сейчас выходить из этой ситуации. Нельзя спешить, футболисты остались вдвоем, так же, как и их оппоненты. Но одни идут у нас, а нет, отпускает. Только хотел сказать, что Бешикташ будет ревайв, вот теперь ревайвится. А в этот момент Салкай просто раскидывает хаешки и теряет время. Залетит ли туда, куда надо? Да, залетает это, -2, браво, Салкай. И вот теперь можно спокойно понимать Раума. Хотел я сказать, как тут же приходит новый соперник в виде Райзов. Ребятам на футболистах вообще не дают возможности расслабиться. Везде проблемы, везде сложности. В Салкая залетает хаешка вот сейчас, которая почти минусанула его. И вот Герикс может откидывать его в лобби. Да! Бедные футболисты настрадались жестко на этом папиче. Топ-6 для них. И осталось последние 5 команд. Furious Gaming, Navi, Rise и BC. Так, первая пятерка у нас формировалась на 5-ю карту. Эрангель. Команда Нави живет фулл коллективом, и это значит только одно, что это победа для состава. Ну, тут еще нужно ее будет вырвать. У нас, посмотри, Райзы, количество и BC. Там у Гаррикса лоу-хит-поинты. Тигзи с Юмпика минусует Нюниса. Можно будет прокидывать от первого лица. Начинается пуш от Тигзи. Можно еще и Мифика зацепить. Гаррикса перестреливает. И берет. И еще одна хаешка залетает в сторону коллектива Нави. А вот уже Мифик берется в свои руки и минусует Меку. Эх, Тигзи не успеет поднять своего боевого товарища. Ну вот и активизация от коллектива Бикеев, который... Ага, нифига, никакой активизации нету. Они просто находятся на дистанции и не делают совершенно ничего. Райза занокает Кицуни. Зона потихонечку активничали. Но опять же падают в ног. Это уже зона. Тайгер Джин. Видимо, по ним простреливают сейчас футболисты. Есть у нас разменочка. Элиана забирает. И третья строчка достается коллективу. Ну а Нави сейчас буквально прочитывают тот сценарий, который мы для них проговорили в начале матча. Ну и без каких-либо проблем дают 2 нока для BC. В Мадеона будет закинута хаешка от Кицуни. Хотя нет, по-моему, в его рюкзаке. И яркого хайлайта. Ну а так, Тигзи И дает... снова Нави отлично отыгрывает свою позицию, ситуацию на данный момент. Сделали классный, конечно, файт с Nextro, отбили оппонентов. И очередная радость для фанатов. Топ-1 для Нави на последней карте с 12 киллами.
В итоговой таблице Медбусы все-таки после второго дня Суперуикенда опустились на 17-ю строчку, но буквально отрыв небольшой от 16-й, это SMB. Есть, конечно, еще завтрашний день, третий день Суперуикенда второго, может немножко еще больше оторваться отрыв, но не думаю, что на сильно много. Нави поднимаются на 8-ю строчку, в принципе уже забронировали себе место в топ-16 для выхода в финал. Сегодня, конечно, порадовали Нави, ребята, но сказать, что полноценно от начала и до конца в всех катках уверенную игру показывали нет. Именно показывали отличную на последних минутах, то есть финалочку, когда все удачно складывалось для них. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Увидимся завтра. Всем удачи.